Я стал стримером одной игры. И что ты здесь стоишь? А, она меня пропускала. Она меня пропускала, а я ее попущу. Так. Сейчас мы складируем валерьяну всякую, потому что она мне нужна больше. И все. Я прям как знал. Я, короче, вчера не смог завести стрим, потому что тупо была ошибка какая-то вылазила. Я подумал, что это из-за слова кал. Ну, не кал, а кам. Кам. Кал это игра. Вот. И я подумал, что если я назову ее «Привет, Ондржей», как здесь зовут одного парня, я подумал, что прокатит. Нифига, ребят, не прокатило вообще ни разу. Нихуя. Ценность 10 его можно продать. С углем я, конечно, проебался знатно. Короче, надо было приготовить зелье для спасения чуриков. Так. Попутно я, конечно же, ссорюсь с женщиной. Потому что... А иначе как? Заведите себе женщину, она будет ебать вам мозги. А без ебли мозгов разве можно? Разве интересна жизнь без ебли мозгов? Нет. Я скажу вам, нет. Это жизнь не для нас. Это жизнь для кого-то другого. У кого будут крепкие нервы. Нет. Понимаете, я на сообщение отвечаю. Так. Дописал. Так вот, вчера я сделал целое лекарство для больных в деревне Мырхоеды. Потому что в деревне Мырхоеды
людям отравили воду. Ну, как я, руководствуясь своим экспертным мнением, узнал. А люди-то об этом нихуя не знали. Их просто рвало, поносило, и у них был жар. И умерли кони. А я, так как человек умный и прочитал книгу, понял, что это отравление водой. Блядь, близко к деревне. Я люблю их хуячить. Странников этих, потому что, ну, типа, с них можно лута нормально получить. А это всегда полезно. Вот. Короче, создал я это снадобье и напоил этих челиков. И им было хорошо. Мне кажется, они от этого выжили. Ну, там, правда, игра пишет, надо несколько дней подождать. Но мне кажется, что... Ну, типа, там были варианты. Один был совсем дебильный, типа, какая-то пляска какая-то, типа, люди пускались в пляс. И это объяснимо какой-то хуйней, которой они то ли надышались, то ли чё. И им, короче, было супер хуёво. Они, блядь... ну это, кстати, давно было описано. Это еще где-то хер знает где. Чума была описана, от которой люди, блядь, что-то танцуют. Ну, короче, какие-то нейронные связи там нарушаются, что-то такое. Это я еще давно читал. Ну и, короче, в этой книге это было описано тоже. То есть это, ну, понятно, что не подходит, потому что эти лежат и просто серят под себя. Вот. Второе там было, типа, Black Plague, да, черная чума, вот это. Но это тоже не подходит, потому что если бы это было так, то они бы сыпью, блядь, покрылись. И еще была какая-то болезнь, или даже две болезни, но там везде кашель. Они типа подходили под описание, но там кашель везде. А, короче, ну, кашель тоже нам не подходит, потому что от кашля они, ну, типа, должны бы тогда кашлять, а они только серят. Я подумал, что понос это не жопный кашель, нельзя такого. Это разбойники. Это я прискакал к чили. Ты сам, блядь, мою... А это чё? Это его лошадь? Прикольно. Красивая такая. Не знаю, бля, у меня лошадь вроде тоже ничего, но она какая-то белая, дурацкая, блядь. Мне кажется, здесь должен быть средневековый стопхам, который придет и мне скажет, блядь, я паркуюсь как мудак. Наклейку на мою лошадь. Может, DLC-шку повыполняем? Пан Рацик, что он мне скажет? God be with you, lad. What can I do for you? Ну, я даже не знаю. Могу что-нибудь еще для вас сделать? May I be of service, my lord? Yes, Henry. Chief Engineer Pfeiffer has been asking for someone reliable to assist him. The chief engineer? Is it about Scallots? In a manner of speaking. Master Pfeiffer has, well, evil forebodings. I think he may want to send you to the Skalitz mines. Can they really be restored? Everything can be rebuilt with enough will and resources. Well, everything except a man. You'll get the details from Chief Engineer Pfeiffer. For the time being, consider yourself his handyman. Certainly. Where do I find him? Is he here in the castle? Where? Он, блядь, в каком-то замке. Ты видишь замок, ты дурак? He ought to be somewhere at Perkstein, unless he's gone off to deal with some problem or other. Look around. You're bound to run into him. Well, thank you. I'll go and see him straight away. Good luck, Hal. Goodbye. If this is goodbye. Вообще я пришел ему квест задавать, а тут такое. О май, о май. О бой, о бой.
едем к главному инженеру, в пизду его пока. Ничего он... А! Там сказали, что квест зафейлится. Я читал на Reddit пост, что у человека... короче, игра дико багует, если не сдать этот квест до того, как вот это время пройдет. Типа, подожди, пока ситуация не прояснится, то, что я им лекарство дал. Если, типа, вот этот квест сейчас не сдать, то есть риск, что все пойдет по пизде, поэтому надо его сдать все-таки. I've returned from Merhoyed, sir. How does it look there? I brought them help from the monastery. Brother Nicodemus and Johanka from Skalitz. Fortunately, Nicodemus was able to cure the disease. Well, at least what he's doing looks promising so far. Thank Christ. Some good news for a change. What about the captive? Did you question him? No. He was infected too. I see. Did he survive? Fortunately, he survived and I had a chance to question him. What did you find out? He was transporting the false coins to Privislavitz. He got them from some merchant called Menhart. I don't know him. Neither do I. But I know where the money's handed over. It's not far from Rovna, and this Menhart should be waiting there about now. Excellent, Henry. We mustn't let this opportunity slip through our fingers. You go there and put pressure on this Menhart to tell us what he knows. Don't go yet. There's something I'd like to talk to you about. Good luck, then. О чем ты хочешь поговорить, псик? Ты хочешь меня? You haven't disappointed me. Nothing against Bernard, Robard, or any of those others. But none of them could find out as much as you. At least not without beatings and torture. And that doesn't always work. You're a godsend, lad. Thank you, sir. Now go and find out who's behind everything, and then we'll deal with them. Yes, sir. Sir, What is it? sometimes I ask myself what it all means. Why does God allow such things to happen? All this slaughter and revenge, over and over. It's a hard question. I'm no theologian. But long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. I never thought about it that way. Well, just look at the pampered ones who have no concerns in life, like young Lord Capon, for instance. I shudder to think how he will rule when his time comes. Tribulations spawn in life over and over again, and we must stand our ground and face them. So, I go to Sasso and solve this one. You can rely on me, sir. Good luck, son. Что? Ах он, сука. Он, блядь, ах он пидорас. Батя-то. Пиздец. Вот нихуя себе. Ну, пиздец. И чё, и как, блядь. Я к таким новостям не был, блядь, готов. Не был я готов к таким. Что за хуйня? Пиздец. А как это вообще?
Ой, зайка. Блять, что делать-то? Столько квестов, а... Ну, сначала пойдем поговорить с главным инженером. Все, что блестит. Предоставляется нашим большим количеством, которые представляют, кстати. Место передачи фальшивых грошей. Ну, это вряд ли тайм-лимитед квест. Поговори со мною, инженер. Нет, мы поедем в Скалицу сейчас. Мы поедем в Скалицу. Да это что? Пиздец, ебашит, блять. Нахуя я ехал столько, блять. Ебаные ворота. Your bunny road. Написали. Да. Проскакал из Ротая в эту хуйню. Теперь скачи с хуйни в Ротая. Офигенно. Офигенно, я считаю. Бля, я в своей жизни столько ненужных трипов на самом деле проделал. Не в этой игре, а в жизни. Это, ну, напоминает жизнь. Я помню, что однажды в универе преподша предупредила всех, что пары не будет, а меня не предупредил никто. И я приперся, блядь. Мне кажется, ну, типа, там можно было бы сказать, что так поступают с теми, кого не любят, там еще что-то, ну, типа, знаете. Но фигня в том, что мне кажется, она ко мне нормально относилась. То есть я был хорошим студентом. Ее предмет. Потому что это было гражданское право, это был мой предмет. Да, если я отсюда съеду, я, наверное, умру. Предполагаю. Поэтому я съеду отсюда, блядь. Точно догадался, блядь, горы здесь нахуячить. Unfucking playable, блядь. Хорошо, давай съедем. Слезем. Мы же не упадем никуда. Теперь сядем. О, тише.
Ну, я не особо боялся, поэтому я знал, что там сохранение пошло. Благо, игра догадывается, что... Зеленоглазое такси. Походу, вот эта гора меня погубила, да? Какая гора меня? Вот эта гора меня погубила. У самопеша, наверное. О, нихуя себе, квестик. Квестик. Люблю квестики. А еще квестик будет? Может, еще где-то он открылся? Кажется, нет квестиков. Может, в Ровне есть квестик? В Ровне тоже нет квестика. В Прибыславице есть побочка. Ну, как это, занятие, или как это хуйню называют? Здесь нихуя нет, самопеш. Самопеш просто бесполезная, блядь, область и полная хуйня. Здесь есть деревни, которые существуют просто для того, чтобы... Не знаю... Чтобы на них напали. По сюжету. Сейчас отвечу. Ну все, сейчас мы проедем нормально. Сейчас мы, блядь... Сейчас мы не ёбнемся. Сейчас мы проедем красиво, нормально, вообще чётенько. Чётенько. Блядь. Скачи, как ветер. Лети, лети, лепесток, через запад, на восток. Через анус, запеканус. Так. Почему она так летит тупо, знаете? Ну, типа, есть же анимация в такой хуёвой, конечно же, юбисофтовской игре, как Far Cry. И не менее хуёвой игре Grand Theft Auto или Red Dead Redemption есть простые механики, которые хотя бы, когда ты падаешь, тебе показывают, что ты падаешь, ты начинаешь, блядь, размахивать руками и кричать. Здесь вообще поебать, ты просто, блядь, как вот конь встал, к коню похуй, он стоит, летит, блядь, к моему хую, вот ему тоже похуй, он стоит или не стоит, вот и это, блядь. Вот и коню также, блядь, ему просто заебись. Как я модно объезжаю все елки, а? Сосны и березки. Я опять, кажется, подъезжаю к горе, блядь. Я прям вижу, блядь. Не, нормально, тут мы съедем. Нет, здесь еще пиздос, как высоко, блядь. А где здесь съезд? Блядь, да опять, да ну что так... Да где здесь съезд, блядь? Почему стена из кустов везде? Да ёб твою мать! Сука, Дэниел Вавра, идиот, блядь, ёбаный, конченый, дебил!
пиздец, да почему? Да почему, блядь, везде кусты? Да ёб твою мать! Да давай, блядь, лошадь, проехай через кусты! Я же, блядь, да я вижу дырку, блядь, в этих кустах вообще проехать-то не может, блядь. Говно ёбаное, блядь. Как, сука, съехать с этой залупы? Почему все так хуёво? Пиздец. Нормально, сейчас съедем, мне кажется. Аккуратненько. 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 Ебой. Профессионально съехал. Интересно, здесь еще планировалось, что через 10 человек можно, да, планировалось явно. Ну вот, и сразу к переходу, вот. Красиво съехал. Про-геймер. Просто про. Просто про. Бля, спина чешется. Но едем. Мне, скорее всего, можно продать. А тяночка не против. God's blessings. Goodbye. Мне эти деньги помогут. Can we do some? Well, Is this enough? that's too much. My last offer. I'd almost shake on that. Almost. All right, sir. Погнали. Подожди, а где квест? Походу квест куда-то ушел, блять. А вот он. Заседает, блядь. А, это пан Ян, наверное. Потому что я знаю, что только пан Ян ходит в эти из верхнего замка. Только пан Ян ходит в эту хуйню. Больше никто. Пан Ян, пан Ян, пан Ян.
Который Птачек, Ян Птачек. Он же Ганс Капон в английской версии. Сюда. В смысле очень сложно, блять. Наверное, надо выше подняться. У меня только одно объяснение, блядь, для этого. С ним надо поговорить? Нет, с ним не надо. Да, это тусит пан Ян. Пан Ян, что расскажешь? What's happening, sir? Uncle Sahanush sent for me. No doubt he wants to give me another ear bashing about the error of my ways. And he said to bring you too. What has it got to do with me? Plenty. You're in it with me ever since that hunt. All right, we should get going then, shouldn't we, Sir Hans? The sooner we get it over and done with, the better. I suppose so. Right away. I put some of my old clothes in a trunk for you. I don't want you making me look bad in front of Hanush. So go and get dressed up before we head off. Thanks, Sir Hans. I'll go and get changed now. Так. Где? Где надо? Ну, естественно, взять все. Но я не нарядился. Я только забрал ее. Ну, шоссы, наверное, у меня такие же. Мне кажется. Украшенные сапоги, украшенная рубашка. Льняная рубаха. Красно-белые четверочастные шоссы. А, шаперон, конечно же. А, панские зеленые шоссы, наверное, мне нужны больше. Ну, они же типа панские. Наверное, лучше в панских, чем не в панских. А вот украшенная рубашка. Нормально. Мне кажется, так. So, should we go then? Let's go. And by the way, I'm glad you got dressed up properly. Clothes make the man, and in your case, it's quite a transformation. Come along then. Ты так и пойдешь? Бля, охуенно. Целое задание выполнил. Mission accomplished. Кто не понял? А кто не понял, тот, как известно, поймет. Так. Well, my ward and his, what shall we say, chaperone. Uncle. My lord? I hope we haven't dragged you away from anything too important. Not at all, Uncle. We were Like just... boozing and whoring, for instance. Uncle, I can... Perhaps you were busy.
causing mayhem in the middle of the night and beating up my subjects. No, it wasn't. Henry and I were just... Henry's as big a fool as you are. But he's not my ward, thank Christ. What the hell do the pair of you think you're doing? There are people in this fiefdom who work from dawn to dusk to put food on their tables, and on yours, may I remind you. And then they look at you, Hans, their lord and master, and see a drunken layabout. That fellow you beat up last night was a guard, a new guard on the town watch. And he couldn't report for duty this morning because of his injuries. I had the bailiff here complaining, and could I tell him what I really think about this whole sorry affair? Of course not. That would demean me. And you too. So I had to sit gaping like a stuffed owl and listen to his grievances. Maybe you think because you're the lord here you can get away with anything. But you're sadly mistaken, you blockhead. A lord remains a lord only as long as he commands the loyalty of his subjects. And I'm sure I don't have to tell you the folk here are not exactly enchanted at the prospect of having you in charge. That was the last straw, Capon. One more of your escapades and I'll send you to your mother in Polnar. For all I care, she can dress you up like a wench and marry you off to some Hungarian. Uncle, that arson Archibald tried to murder me. What was I to do? Oh, don't exaggerate. Well, I'm hardly surprised after you molested his girl and humiliated him. I was only... Oh, don't whine, for heaven's sake. It's about time you started taking some responsibility. I have a job for you. Maybe that will keep you out of mischief. Sir Milota of Oleshna has turned up here. Do you know him? Isn't he Sir Bernard's cousin? He is. He came here with the remnants of his retinue to seek refuge. He's seriously wounded. What happened to him, sir? His fortress Oleshna was attacked by one Wulfrin of Camburg. Milota pursued him almost as far as Neuhof and engaged with him. Unfortunately, the skirmish didn't end well for Milota. Wulflin of Camburg, that name is familiar. Yeah, he's kin to the Oleshna lords, too. A cousin of Bernard's and Milota's. Their family affairs are a little complicated. None of my business, of course. I just wish they'd found somewhere else to thrash out their differences. What do you want us to do, sir? Go and see Bernard in the courtyard. He got a report that Wulflin pillaged some other farms around Neuhof, and he's putting a squad together to ride against him. Mind your step, though. It's a family affair. After all, maybe more to it than meets the eye. The important thing is to get that damn scavenger out of the domain. If possible, without bloodshed. I can't afford to lose any men over this business. Have I made myself clear? Yes, sir. Very well, Uncle. Get to work, then. Так, извините, звонят. Я не могу, блять. Ну загрузись быстрее, мне надо звонок, блять, взять, говно. Давай, блять, давай! Ладно, я просто замьючусь.
Подожди, а почему у меня перегруз? Потому что я его срань взял, и у меня перегруз из-за этого. Ты рофлишь, блядь. А, турнирная стрела. 660 штук. На лошадь. Конечно же, на лошадь. So did I. There was a raid on one of the farms. She only started not long ago. These are Always in evil the evening, Подожди. while there's still a bit of light. She sits down and gets on with it. And she's quite deft at it by now. Not Ничто, мне показалось, или я видел еще квестик какой-то. Нет, квестика здесь больше никакого нет, по-моему. Квестика больше никакого нет. Ну вы все слышали сами, мы пойдем к Бернарду. Пятачок. God be with you, lad. They look pretty bad. No wonder. So, what do you think about this? Old Hanush is right about one thing. It's time to stop chasing wenches and start chasing bandits. It'll be a bit of excitement for a change. I agree. I was worried you'd be upset after Sir Hanish's speech. Why would I? I finally have a chance to show Uncle what I can do. I can't wait. Right there, hack those bastards to pieces and celebrate with a good drink in the evening. That sounds like a good plan. Let's get to it. See you later. See you later, my boy. Бля, лагает пиздец. Это типа вот... Барон-грабитель. А, барон-грабитель. Это же задание, которое, за которое дает ачивку. Не понял. А, с Бернардом надо поболтать. Бернард, походу. А, вот он. Что? Sir Hanish sent me, Captain. I'm to join your mission. And Sir Hans, too. And mount up, youngster, and we'll move out. Так мы все-таки оденемся нормально, а не как чмыри. Где моя лошадь? Где моя лошадь? Lord Capon, when we get there, I'd like you to hold back. You can forget about that, Bernard. I'm not going to announcing. Hanush sent me to handle this matter, and handle it I will. Yeah. I know what you meant, Captain. Forget it. Very well, Your Grace. Listen, Bernard.
About this robber. I heard some rumors. About his being a relative of mine, the Melotas? Something like that. We have the same great-grandfather, Urban, Baron of Oleshna. Wolfen belongs to a distant branch of my family, which, well, let's just say they bring no honor to our name. But I heard Wolfen of Camberg Да, они was там hanged somewhere in за лопамы, Slavery наверное. after plundering the bishop's estate. Sweet home Alabama. I heard the Fucking same. our brothers and Only, sisters. well, I'm sure you've heard what they say about the Camberg branch of my family. That they're cursed. Now, Bernard, don't you think I'm a little old for fairy tales? Think what you like, but I heard it from my grandfather, and he never paid attention to old wives' tales. I meant no offence, Captain. Well, tell me all about it then. After all, there's no smoke without fire, and I never heard about the Camberg plan from a member of the family. Very well. At home, we always spoke in whispers about our Camberg relatives. When Wolfen's father, Wilhelm, came to visit, I'm almost ashamed to say it. You can rely on my discretion, Captain. Carry on. Well, the servants were so afraid of him that they went and hid in the barn. Father had them whipped. Even then, they wouldn't go near Wilhelm. They were afraid he cursed them. I couldn't blame them. Жесть. Why's that? Uncle Wilhelm's face was so badly disfigured, folk would cross themselves when they saw him. I was afraid of him myself as a boy. Was he wounded in war? Не понял. No, he was born that way. Count Barbara of Malkwitz didn't want to marry Wilhelm's father, my grandfather's brother. He never wanted to bear his children. So, she fell pregnant. Yes, she went to a witch to get rid of the child. Only she ended up having quintuplets. Can you imagine it? 5 babes born in one night? Жесть. Jesus Christ! That's not all. 4 of them didn't live till dawn. Only the 5th survived. He was disfigured. Wilhelm. They say the witch cheated her, and instead of getting rid of the child, she put the devil's seed inside her. Good Lord, how dreadful! Мне кажется, они родили Well, меня. Wilhelm так же carried that with him his whole life. По описанию. When his own wife was in childbed, Меня так he же had родили. 7 friars kneeling in her chamber day and night. It didn't stop the rumors, though. When his son, Wolfen, was born, he looked normal enough, but he turned out to be as wild as a stray tomcat. Пиздец, It сколько seems их he hasn't еще grown забрал. out of it. You're right about that. A few years ago, Wolfen went off to Poland, and Wilhelm got worse and worse. He cursed everything and everyone in his path, started throwing crockery at the servants. He was on his deathbed. He sent for a priest, not just to give him the last rites, but because they were afraid the devil Henry, would come I'm out glad- of him and possess someone else. Then later, Wolfen turned... Whoa! Slow down. Jesus. It sounds a lot more convincing coming from you than the stories Why I've does heard Cyril tell me. I How are we sent them to supposed to scout deal ahead. with the monster Those like that? bastards will pay for this. They most certainly will. Ебать. Let's go. We have to make camp. Hamlin, take 2 men and come back here later. I won't have Vitus and Cyril left as crow meat. Yes, Captain. Так а в чем... Так а почему он рассказ-то не закончил? Типа, и как я буду? Прикольно. Хотя телегу подозрительно. Я притормозил на всякий случай. Охуенно, мы в тишине теперь едем. Да, и я расскажу. Я тоже родился уродом. Ну, не
таким, чтобы прям уродом, но просто меня девочки не любят. И то, что меня не любят девочки, очень меня печалит. Приехали. Что я даже съеду? Его даже обокрасили, да. Wolflin из Камберга. Tell me, Captain, how come this Wolflin is attacking his own kin? They say blood's thicker than water, but sometimes I wonder. Look at our king and Sigismund. So what's the cause of your conflict with Wolflin? Nothing in particular, just that he's a ruffian, a treacherous bastard, and a bandit. No wonder the whole Camberg clan is cursed. How are you related? Milodon, Wolfin and I have the same great-grandfather, Urban, Baron of Oleshna. Он это сказал, когда мы ехали вниз. Like I said, Wolfin's grandfather married Countess Barbara of Hogwitz. She didn't want to bear his child and went to a witch to get rid of it. Only instead of getting rid of the unborn child, she ended up having 5. What, all at the same time? All in one night. Бывает. But only one of them lived till morning. The youngest, Wilhelm. And his face was disfigured. They say the witch deceived the countess, and it was Satan himself who impregnated her. And you believe that story? Depends how you look at it. Wilhelm wasn't a bad man while he was in his right mind, but he was terrifying to look at. I still get shivers down my spine when I think of him. As for Wolfen, word came that he died in Silesia. Then, one day, he appeared from nowhere. There are folk who say death has no power over him. Тупость какая, блядь. Небось, где-то проебался. What do we do now? First, we have to find out where those Horsons are holed up. According to the reports, they raided a few farms around here. So someone should go to those places and find out what they can. You should do it, Henry. My men would probably just startle them. Это не опасно? Isn't it dangerous? Нет, что ты, совсем About as не dangerous опасно. as sitting here in the camp. Yeah, I suppose you're right, sir. Where are the farms they raided? One is uphill from Neuhoff, right by the woods. One here above the woods by the crossroads, directly north from our camp. Good luck then. И чё? Какая задача-то? Смотри южная крестьянская, смотри северная крестьянская. Найс. Задачка. Так, это, я так понимаю, северная. Где южная? Вот она, южная. Окей, поехали. Да ну... Руки просто привыкли 2 раза нажимать, потому что удаляешь старую, создаешь новую. У меня старая удалена была. И все пошло не по плану. Так. Я надеюсь, на нас никто не нападет. Ну, хотя я в полном обмундировании, на меня нападать как бы себе дороже. У меня лошадка, которая легко съебет, если что. Это вот это хозяйство? Не выглядит абрейженом, если честно. Челик спит, небось. Челик, не спи. Челик. Челик. А, вот. Чел. God be with you. Барон-разбойник. Captain Bernard sent me. I'm here about the raid on your farm. What? I've no idea what you're talking about, friend. They raided your farm, didn't they? No. I heard there was some raids hereabouts, but not here. Something's not right. The captain sent me here to this very farm. The captain must have made a mistake. I suppose so. May the Lord watch over you. Good God. отрядом. What happened to your clothes? Captain Bernard sent me.
Well, they came, took everything they could, and rode off again. I don't know what else I can tell you. We're trying to catch up with that gang, so I need to hear every detail you can tell me. What do you want to know? А почему этот? Непонятно. How many of them were there? 2 or 3. I'm not sure. My head's still in a spin. Which way did they go? I don't know. I wasn't watching. My husband made me hide indoors, and I only saw them through the window. So your husband was outside? Yes, he tried to parley with them. What did they take? Not much. We haven't a pot to piss in, which I told them in no uncertain terms as soon as they came here. So you're telling me they came here, you told them there was nothing worth taking, and they just rode off again, without further ado? More or less. But just a while ago, you told me you were indoors the whole time. Yes, I was. Mostly. So were you inside or outside? Did you talk to them or not? Well, like I say, it was confusing. I don't remember much. Сучара ебаная. Look here, I'm not sure what happened here, but I can't shake the feeling you're holding something back. No, it's just... It all happened so quickly. I'm still bewildered from it all. I'm the one who's bewildered. Let me make one thing clear. Those bandits are led by Sir Wolfling, Baron of Camberg, and he's not just some common outlaw. If we don't catch him, there'll be hell to pay. So you better speak up, no matter what happened here. Lord Jesus. Why must we be persecuted so? So, what really happened here? First, promise me you'll get rid of them. That's exactly what I'm here for. They came a few days ago, took a pig and a sack of apples. We put up no resistance. I noticed one of them had an injured leg, so I offered to treat it for him. That was very Christian of you, considering they came to rob you. All I cared about was that they wouldn't kill us. Go on. What happened then? They rode off, and I prayed we'd seen the last of them. Only the same evening, they came back again. One of them had been wounded, and they wanted me to take a look at him. They gave me some coin and took me to their camp. And in the morning I came home again. I understand. They threatened you. They didn't exactly threaten me. They didn't have to. But if they get away from you, they'll come back and get revenge. Don't worry. We'll take care of them. So you know where they're camped? I'd like you to lead me there. I won't go to their camp, no. But I know of a place where you'll have a good view of it. That'll do me. Good luck then. Все? Что? Почему? Куда? Зачем? Какие-то люди на меня подписываются. Кто эти люди? Почему вы, блядь, подписываетесь на PlayStation? Подпишитесь, блядь, на Ютубе. Мне нужны подписчики. Я хочу стать стримером-миллионщиком. Что ты показываешь? I'm not going any further. If they saw me, I'd be done for. The camp's not far away in this direction. Thanks. And don't worry. I'll deal with those bastards. I pray you do. А схуя ли я должен? Почему? Нас бы, блядь, приехала... Ой, блядь. Толпа же приехала. Почему я-то с ними должен? Что это? Южная. Not far away. Давай. Looks like I found it. I better get back and report to Captain Bernard. Это не супер много, я бы в один, мне кажется, справился.
Но я один не буду справляться, естественно. Я пойду, блядь, к чиликам. Пусть себя покажет. Даже если они меня услышали, мне поебать, потому что меня уже здесь не будет. Если честно, это такая интересная игра. Здесь сейды проработаны лучше, чем сюжетка. То есть мы сейчас не сюжетку, мы сейчас сайт проходим, блядь. Проходим сайт-квест, который интересный и все дела. А это, кстати, место, в котором нас схватили половцы тогда. Ну, мы сюда приехали, по-моему, чилить. Бернард, я нашел. I found that encampment. Ah, I'm glad to hear it. Is it far? Not really. How many men did you see? Around 10. The same as us. Well, now we'll see if my cousin is really as tough as they say. Otherwise, he'll be swinging tonight from the Rattay ramparts. Wouldn't it be better to parley with them, sir? Parley with robbers? You must be out of your mind, lad. I gave Sir Hanush my word I'd look out for his men, and I intend to keep it. So it's my duty to advise a parley. You're going to advise me? You're not seeing straight, Captain. No wonder, since Wolfland's your kin. Please, just grant me one thing. Let me go and parley. I'll find out more, and maybe we can settle everything without losing any men. You want to parley? Listen, Henry, you can't rely on Wolfland to act honorably. There's every chance you won't come back. Don't worry. I know it's a risky business, but have you got anyone better for the job? No, I'm sorry to say I haven't. Wolfland's a conceited bastard. If he knows you come from me, he'll receive you just for a chance to tell me to go to hell. I'll give you a livery with my coat of arms, so it's clear you're my messenger. And you'll have to go unarmed. Thank you, Captain. I'll do my best. I hope so. Try and come back in one piece. I don't want to explain to Sir Radzig why I sent his favorite into a robber baron's camp unarmed. Good luck, then. Ну, интересно. Я его тогда еще сюда положил. Unarmed, значит. Мы положим сюда это. Положим вот это. И вот это. И вот это. На всякий случай это. Так. Бля, вы не хотите как-то подвинуться, что ли? Ну, конечно, охуенно, что ли? А, окей. Так, какое задание сейчас дано? Ай, убери оружие. То есть я могу его просто unequip сделать, или мне нужно его именно... А если пиздиться придется? Наверное, надо сделать unequip. Наверное, надо сделать unequip. Тупой офенрок из-за лестницы.
Жупан. Зови меня пан Жупан. Часик спим, часик в радость, как говорится, зефир в сладость. God save you, Henry. Тебя тоже, чел. Мне все назад. Просто не будем эквипать это, да? Вроде я сделал это. Надо вступить в переговоры. Yeah. Yeah. А, это та тёлка, которая меня отвела. Вот оно чё. Понял. Hey, you! What do you want? I'm Captain Bernard's envoy. I'm here to parley. Why should I trust you? I'm unarmed. What harm can I do? That's true. You are wearing Sir Bernard's colours. I suppose I should take you to Sir Wolflin. But if you try any tricks, you'll regret it. Understood? You have my word. Чел, если бы я хотел что-нибудь сделать, я бы с другой стороны напал. I've got to piss. Who do we have here? What's your name, boy? Henry. I'm a messenger from... I know. From my beloved cousin, Sir Bernard of Oleshna. So, what exactly is your message? Why do you want to hurt the lords of Oleshna? That bastard Malota stole villages that belonged to my father. I was in Poland when my father died, and Malota convinced everyone I was dead too. But you came back though, didn't you? I came back.
but Mulata bribed a priest to testify that my father made him a deathbed confession. That bastard swore my father told him he was possessed, and so was his son, me. So they think I rose from the dead and I'm a warlock. They won't hear my claim. I'm almost sober again. That's unfortunate. But surely the courts of the king wouldn't believe a story like that. Maybe not. But the king's in captivity, and none of the nobles have time for courts. No one will hear my case, and by the time this turmoil is over, everyone will have forgotten about me. We offer you safe conduct out of this domain if you leave everything you stole from Zahanish's subjects. That's a very generous offer. But tell me, why should I accept? I gotta piss. Don't you know what's been going on around here recently? Should I? Bandits have been on the rampage all over the county. Cutthroats raided a nearby stud farm, and the locals have had enough of it. No doubt, but I've nothing to do with that. Try telling them that. On the way here, the captain recruited men from half the county. He intends to make an example of you. Why me? No doubt you've plenty to choose from. Because you're the first one who's had the gall not to run. So you'll be the first one they catch, and I'm sure you can imagine what will happen then. And why warn me? Why parlay at all, if there are so many of you? So Hanush wants to avoid unnecessary bloodshed. He'd be happier if you just moved on somewhere else, so he sent me to bargain with you. You're saying it wasn't Bernard's idea? If the captain knew I came here in his colours, he'd flay me alive. The devil take it. There's nothing here worth pillaging anyway. All right. I accept your offer. Tell your captain we'll move on. And you'll leave the loot here? We'll leave what's left. The food's already eaten. Better run along before Bernard loses patience. Блять, в дерево въебался, как идиот. Сяду в калибримбор. Я не сделал то, что хотел, просто... Ой, блять. Никому не советую иметь женщин. В смысле, иметь женщин советую. Не советую иметь тех, кто мозги ебет, блять, конкретно. Это неприятно, не весело, не здорово. И даже не сексуально, поверьте мне. Выебанный мозг выглядит совершенно не сексуально.
Бернарда лошадь простая, я не понимаю, у нее же была какая-то пиздата. Пан Бернард! Пан Бернард! Я передумал. Я снял ваше говно и надел воинский жупан. Я оружие-то себе вернул, я могу его теперь. Сэр Бернард. I've just come back from Wolflin, Captain. And in one piece, I see. That's something at least, but I doubt you achieved anything. I talked them into moving out. They even left the loot they plundered. I don't know about letting them go like that. They'll be hungry. All you've truly done is send them on to rob our neighbors. I don't think that will trouble Sir Hanush too much. Maybe not, but it troubles me. They slayed 2 of my men and crippled my cousin. I'm sorry about that, but I doubt your paths have crossed for the last time. It's just that this isn't the time for settling family quarrels. True enough. Anyway, I'll warn the neighboring lords that those bandits are on the loose. Ride to Ratai and report to Sir Hanush. Yes, sir. Bye. Я надеюсь, мне потом не придется этому придурку опять докладывать. I'm a noble man, and you're a cold one. А, ну нам так вратая, поэтому нормально. Если только из него потом уезжать не придется. Но, скорее всего, это будет означать сдачу квеста. Наврем еще, что пан Ян там что-нибудь делал. А не просто сидел, блять, место занимал, как идиот. Я тачек, маленький хуячек. Я тачек, гадкий комадрил. Я тачек и говно из пачек. Я тачек, что я, блядь, несу? Давай! Ей! Еще! Я расходовал свой лимит прыжков. Я просто... Еще. Делает один прыжок, а потом все, типа. Гони, гони лошадь свою, гони. Гони, гони, ясно, чтобы не погас. Что-то там масло, говно. Трин-трин-трин. Так. Сегодня на ужин будут шпикачки. С сидром, наверное. Сидра, ёбаный бутылочку. Я такой долбоёб, блядь. Я купил, короче, за 100... Ой, блядь. За 100 крон купил сидр, так еще и... типа литр сидра за 100 крон, блядь. Я за... Ну, типа другого сидра, который еще и вкуснее, за 50. Просто я долбоёб. Я подумал, он будет типа вкусный. Интересно. По идее, здесь можно пройтись. Да, я профессионал. Не поднимется, придется все равно объезжать вот так вот. Как идиоту, блять.
Здоровье регенится, это если что не какой-то изи мод, это перк. Ну не сказать, что реген проходит довольно быстро, да. Так, сначала Ганушу, наверное, да, квест закроем, чтобы еще сохранение получить, и потом... Я. Сторонись, пан Жупан торопится. Я. Здесь, ну здесь. Чел. Оу. Его там нет. Так где он тогда наверху? Блять. А где он нахуй? Где этот урод, блять? А вот он ходит, блять. Пан говна. The Lord be praised. What brings you to me? I have news from the camp, Sir Hanush. Speak. I persuaded Captain Bernard to let me parley with Wolflin. Bernard agreed. I'm surprised. So was I. I promised Wolflin safe conduct out of your territory on condition he leave all the loot behind. Well, at least we cut our losses. Although Bernard will have a thing or two to say about how I lost face for a few groschen. Well, at least you lost no men, sir, and that's worth something. True enough, lad. No doubt Wolflin will come to a bad end anyway. I must say, Henry, after all that's happened recently, I'm glad something finally turned out well. So am I, sir. And I think you deserve to be rewarded for your efforts. Thank you, sir. Спасибо. Goodbye. Магдебургский панцирь. Посмотрим. Ой, барон-грабитель, да, ачивка выпала. Но ачивка здесь, на самом деле, гораздо больше стоит, нежели этот панцирь сраный. Хотя панцирь, может, не такой сраный. У меня Нюрнбергский, он 25. А, Магдебургский 23. Видишь, Нюрнбергский пизже. Ну, хорошо, на продажу пойдет. Совершенно. А, кстати, сейчас и сольем сразу. I'm honored. Good luck, then. Блять, я там лук забыл. Ладно. Вообще не стоит, блядь. Как он поехал. Let's talk about the price. Да, мне все. — 1076 нормально. Satisfied? На сотку меньше. You're... Нихуя, сразу обозлил.
бизнес. Давай еще разочек. What do you say to this? Close. Вот сейчас он уже совсем недоволен. Ну и давай, типа, 1056 сойдемся. Aye, for that. Все. Панцирь очень нужен был, я так понимаю. Где? Пизда, я пешком схожу, блядь. Я же надел свои магдебургские. Да. О, зеленоглазый. Henry's come to see us. Кто сказал? А, пан Камыш. Пан Еблан. Подожди. А что там ходит, я не понял. А, еще одно DLC ходит. Теперь у меня 2 DLC. Ну все, будем проходить. Ярослав, здрасте. Good health to you. And another. Thanks. Даже не Take знаю, care что now. тут есть. Ярослав какой-то, блядь. Так, тут только посрать можно. А, вот этот челик. God be with you, lad. What can I do for you? У меня есть приказу пана Рацига. Master Fayfar, Sir Radzig sent me to you. Did he? He must think highly of you. I do the best I can. That's good, because this is damned important. Silver's our most valuable asset. How can I help with these, evil forebodings of yours? Sir Radzig may make light of it, but a large quantity of silver has been discovered hereabouts, and no one is guarding the Skullets' mines. The most likely source. You really think someone could be stealing the silver from the mines? I would have thought that would be quite a job, wouldn't it? It certainly would. Which is why I'd like you to go and check out not only the mine gallery, but also the yard with the smelter and the waterworks. See what kind of state it's all in, and if anything looks suspicious. Is that the yard next to the Skalitz mill? That's the one. I don't know what state it's in now. There used to be a stock of charcoal and smelted silver there. A silver store? Could there really be any left? I doubt it. I'd be surprised if it was still standing at all. What about these waterworks? What's there? A stamping mill and washing troughs. They're on the bend in the river below the castle. You can't miss them. There are big tanks and equipment all around. Мне кажется, я их видел, когда проходил DLC. You said mine gallery. Just one? Boy, there's such a maze there that it would take a week to crawl through the place. There's only one gallery I'm interested in, at the foot of the hill by a small fish pond. Why just that one? Because I was expecting to find a scene there. All the indications pointed to it. So if anyone is stealing silver, it'll be right there. Should I be expecting trouble then? Well, I definitely wouldn't treat the job like a visit to church on Sunday. You could find yourself facing a pack of hungry dogs trailing the army, or a band of brigands. I see. Well, you and Sir Radzig can rely on me. Well, I'd say there's real grounds for your forebodings. I heard from one Skalitz miner that someone may have found something there and didn't report it. I knew it. That bastard Namoy and his cronies. Christ above. I want the lot of them clapped in irons. The lot of them? How many are there? A dozen? 2 dozen? How am I to arrest them all? Yes.
You're quite right. It'll be enough to take Nemoy. He's a serpent leading the others on the path of evil. So I should look in the mine, and if anyone's there and I find Nemoy, I should bring him to you in irons. Exactly. But proceed with caution. The punishment for stealing the king's silver is burning at the stake. Those people will be capable of anything if cornered, even murder. That's all clear. I'll Да, get going. мёрдер меня будет. Goodbye. Конечно, не мой кредит серебра, что он еще делать будет? Рация кобыла. Поспим и пойдем. А и покушаем еще. Как раз, я так понимаю, вечерочек. В 19 поедем в Скалицу. Где-то часам к 9 как раз будем там. И нападем на пидорасиков. Прям хорошечно нападем. А если там никого не будет? Ну, слушай, у меня лучшие доспехи в игре. Если там будет трое каких-нибудь, но они будут просто обосранные, я их убью нахер. Я их могу затащить, мне кажется. Если они от одного удара будут дохнуть, я и 5 смогу затащить легко. Если, конечно, меня числом не ёбнут. Все, покушали, погнали. О бой, смотреть плавильню руды. Погнали. Я. Бля, шнапс есть, все есть. Я думаю, что будет нормально. В крайнем случае переиграем. Но если уж Тереза там смогла выжить и дать им отпор и отпиздить, я думаю, что я, блядь, смогу. Наверное. Я не верю, что я на эту гору забираюсь, блять. Когда мне надо проехать. Чехия на самом деле очень гориста. Бля, красиво. Сейчас красиво выглядит игра. За исключением деревьев, которые подрисовываются прям перед лицом. Логично же. Давай, Генри, блядь. Henry comes to see us.
Вот видишь, я их не это. Когда прям крыши деревьев, ой, крыши домов видны, я их не ебу. Что потом ёбнешь, тебе прийти, блядь, за это. Yeah. I can't go any further. The current could sweep me to my death. Самый гениальный способ движения. На мой взгляд. Там просто платить нужно. Ну, блядь, ты какого хуя? Ну, ты же лошадь! Я. Ой, теперь просто вот так вот. И все, и мы уже почти ускалиться. На самом деле нет. Мы там где-то между Сосау и Скалистскими этими горами. Ну, да ну, ты ебаное дерево, ты сука, блядь, да я рот его ебал, блядь. Говно, блядь. Я испортил себе. Нет, не испортил. Были сотка, так и осталась сотка, ладно. Это не мирхоеды, это жопа говна. Давай, 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 давай. А то я на тебя надену синий жупан. О, это было близко. Это было... О, охуенно. Моя лошадка прям вообще. Вот сейчас респектуре лошадки достается. Я. Я нажал, блядь, 10 раз нажал прыгнуть, она один раз прыгнула. Ой, интересное место. Лошадка, подожди. Интересное место. Чем оно интересно? Тем, что здесь за столом сидели, мужики пиздели и сложили гору кала говна. Ну, давай грибзонтик соберем, ладно. Пригодится, может, сожрем. За столом сидели. Валериану возьмем, надо. Мужики балдели. Нихуя тут. Я бы не сказал, что это какое-то очень интересное место, если честно. За исключением того, что здесь... Наверное, здесь оно интересно тем, что тут сидели челики и сидели. Я не знаю. Наверное, это были те челики, которые лежали и скалец. И это место интересное, видимо. Я не могу представить другую историю, просто мне
мне в голове не укладывается. О, часов не открыл. Уже как бы ой, ёб твою мать. Бегом, просто бегом, просто бегом, просто бегом, просто бегом, просто бегом. То ли половцы, то ли, блядь, то ли бандиты, то ли кто хуй знает, ну... То ли девушка, а то ли видение. То ли штольня ебаная. Тогда будет это первым. Это будет прям тут. Ну, давай. Я! Я так и знал, что они там будут тусить. Потому что это их спаун, я даже вот еще. Близко, да? Да. Пойдем пешком отсюда. Ну, люди тут ходят. Девушка какая-то сидит, вряд ли это мирный лагерь, мне кажется. Чел, мастер не мой, Damn. Why are you waking me? What are you doing here? Not so fast, lad. I'm in charge round here, so I'll do the asking. And the question is, what are you doing here? Come to steal the silver, have you? If you're in charge here, you'll be mine Master Nemoy, if I'm not mistaken. What's it to you? Master Fafar told me if I found a Nemoy here in the mines, I'm to bring him to him in irons. You think you're gonna haul me off that night to be burned at the stake? That is the punishment for stealing silver. And how do you propose to take us all there? It's enough to take you. The others can run while they have a chance. Even so, is it really worth it to you? It is. You can't just steal the king's silver and get away with it. So be it, boy. God almighty. You really have to Here wake me. again. Серьезно, Surely блядь? you could wait till Серьезно? I'm in no mood for a chat. Пидорас, блядь, кусок. Dear God. What's that? Твой дружок Who's лежит. there? Я тут. Hey! Нахуй пошли, блядь. Да все, пригодится. Охотничий сак мне пригодится. Это мне пригодится.
Синие значки пропали. Это значит, что все хорошо. Что я сделал то, что нужно. Кек. Не очень хотел дружить. Hey! You really have no business here. Чел. Тебе бы это заняться своими делами. Дурачок. Дурачок, дурашка. А где они? Где серебро-то? Типа я сообщу, что я этого чела запиздил, что это не мой. И что будет? Меня, блядь, еще раз сюда отправят, я боюсь. У меня собака бегала. Охуенно. Пожалуйста, собака, съебись нахуй отсюда. О, у нас тут... Что это? А что? А что? А что это такое? Не, давай переспим здесь. Рядом с трупом. На его кровати. Пока не будет утро, светло, хорошо. И поедем по свету. Репутация. Люди обязательно заметят ваше злодеяние. Это она заметила? А, она прикольная. А где этот чел? В смысле? Ну, окей. А где? Окей, ладно. Ну, как бы... Доводился сразу вместе. Что здесь такого? А кто? А кто? А кто это сделал?
Мне не нравится эта музыка, блядь. Съебем отсюда побыстрее. Короче, на Википедии кто-то взял и заставку из этой игры про Карла IV скопировал и вставил, ну, в статью про Карла IV. Ну там, ой, да ну остановись ты, говно. Могила где-то, где могила? Могила, вот она. Копать. Ебать, челика вырвало. О, это полоть. Берем. Лошадь, подойди, пожалуйста, мне нужно сесть на тебя. Блять. Да, подойди. Чуть ближе, пожалуйста. Чуточку ближе. Ну, чуть-чуть ближе, блять, на сантиметр. Спасибо. Теперь сядь на нее, идиот. Молодец.
Ну, Ротай вон там, по-моему, да? Это же Ротай. Ищи, перестаю понимать, где, блядь. Это ледичка, наверное. Ну, с таким переходом это ледичка. Странно себя лошадь повела, но ладно. Yeah. Lately I've been wondering what was going on. I've been here before, but I don't remember. Шалфеем можно просто обмазаться, его просто ебанись сколько. А, стоп. Ну открой, блядь, дурак. Лекарство мухоедов оставим, а вот яд уберем. Продадим не нужно сейчас. My humble greetings. How may I help you? Пососи мой хуй. God be with you. Разъебанный еще и спиженный, вообще охуенно. Ну слушай, давай вот так. Вот так. Вот так. Так. И так. И вот так. Вот так. Там у нее не будет на это денег. Так. Вот так. Вот так. Так. До сих пор с красной рукой. Еще вот так. Ну, еще по мелочи вот так. Так. Угу. Усё. I'd like to do... Well, What do you say? that's still... Are we agreed? I'd... Нихуя себе она выебывается. 210 по рукам. See...
Скачем, сдавать задание, я так понимаю. А можно было осматривать, блять, какие-то, блять, хуйню, еще что-то делать. А можно просто. Ну, по сути, я туда пришел, захуярил одного человека, блять. Чё там? Чё, тебе деньги нужны, Яна? За минет будут деньги. God bless. What can I help you with? Ты можешь мне своим ротиком помочь. Так, он здесь? Он же был здесь, да? В этой конуре. Да. The Lord be praised. What brings you to me? I'm here about the mine. Excellent. So what did you find out? I didn't get round to having a proper look. I came across something more disturbing. What's that? Nemoy and his gang were stealing silver there. The vermin. I thought as much. Did you bring him here? I tried to, but he was having none of it. He didn't want to burn, so he tried to kill me. Well, I'm glad he didn't succeed. But now I won't be able to find out anything. Oh, well. Can't be helped, I suppose. See you later. Что по заданиям у нас теперь? Почему он нас... Блять, он стоит на лошади, ёбаный рот. Начнем тогда DLC, вот это раз он тут ходит, тогда мы его и начнем поговорить. God bless you. What troubles you? Sir, can I ask you about something? Of course, Henry. Well, I thought since we chased the bandits out of Pribyslavitz, the roads would be safer. Ah, criticizing your liege lord, are you? And what, in your opinion, should he do about it? Oh no, I don't mean anything by it. Just that it surprises me. Easy, lad. I'm only pulling your leg. You're quite right. The roads really aren't safe. Mostly due to one thing. My garrison is a shamble these days. I lost most of my men in Skalitz, and what I'm left with after Pribyslavitz is hardly enough even to guard Pigstein. Let alone guarding the roads and patrolling the rest of the province. I simply don't have the men. Uh-huh. I understand. That is, I didn't have the men. As it happens, you've come at just the right time. Recently, I asked an old acquaintance for help. Sir Kuno of Rickwald and his mercenary band. The men who ride with him are a rough lot, mostly former convicts, but they're as capable as any squad of soldiers. Well, excuse me for being so bold, but there's plenty of mercenaries around. Surely you can find a more respectable band? You have a point, lad, but I'd like to tell you I talked to Kuno because I trust him. But actually my reasons are of a more pragmatic nature. You see, Kuno owes me a favor, so he'll serve me free of charge. So, you want me to join them? Yes, but that's not all. I told Kuno I'd send him a guide, but really what I need is for someone to keep a close eye on him and his men. Someone reliable. And I'd say you fit the part. Go and report to him at his encampment. You'll ride with his band on patrols and make sure they don't get too disorderly. Who is this Sir Kuno of Rickwald? He's the last baron of the House of Rickwald, which became impoverished. So he took to the mercenary trade, like many poor noblemen do, unless they become robbers, which often isn't all that different. He's certainly an entertaining companion, but as a mercenary, well, let's just say he has his own particular approach to certain matters. That sounds a little worrying. Oh, it's nothing too bad. Just that now and again he needs reminding not to step over the line.
Бля, какой же хороший перевод, а. How is he indebted to It's you? not too bad, может I было did him просто quite не a так big плохо. service, Нет, они actually. сделали I художественно, не saved так him from the страшен, hangman. черт. Oh, Красиво. sounds like quite a story. How did it happen? You should ask him. You'll be spending quite a while riding together, so it'll help pass the time. But one thing I can tell you, he seems to have taken inspiration from me. A lot of his men had their own encounters with the executioner too. All right. I'll go and report to him. Excellent. He set up camp between Ratai and Ledechko. It's a good base for covering the province. Good luck, Henry. And watch out for yourself. I will, sir. Thanks. See you later. Band of Bastards. На самом деле, бастарды. Дело в том, что, ну, те ублюдки, ну, ладно. Я думал, с ними надо будет разбираться. А это, оказывается, хорошие челики. Сейчас сохранение на ладно. Или не надо? А, не надо, ладно. Все тогда. Всем спасибо, все свободны. Баю-баюшки. Потом будем проходить DLC-шку. Все, пока.